Послание ангелов. Сердечное возрождение. Благословенная душа, остановись на мгновение и слушай внимательно, ибо это не случайная минута, а миг, когда Божье благословение касается тебя и преображает все внутри. В этот самый момент архангел Рафаил, Целитель Небесный, обращается к тебе с важным посланием о твоем сердце. Через 15 минут произойдет нечто, чего ты не сможешь объяснить словами. Не нужно готовиться, не нужно понимать, просто останься до конца, ибо Рафаил пришел не с требованием, а с огнем, и этот огонь не разрушает, он исцеляет. Он не обжигает тебя, как боль, которую ты носил. Он иной. Это пламя вселенской любви, которое уже движется к тебе. Оно знает, где ты горел внутри. Оно знает, где ты устал терпеть. Оно не потребует отчета. Оно не напомнит, сколько ты пережил. Оно просто войдет и начнет очищать. Тебе не нужно верить, достаточно просто быть здесь. Все, что необходимо, уже происходит. Все, что мешало, уже начало отступать. Эти минуты не ожидания, это возрождение. Ты чувствовал, как в груди пульсирует что-то лишнее, как будто сердце несет слишком много, как будто внутри тебя копится жар, которого никто не видит. Рафаил знает это. Он видел все и потому пришел не с упреком, а со словами восстановления. Прямо сейчас, закрой глаза, сделай глубокий вдох и, прижав руки к груди, проговори: «Я открываю свое сердце для божественного исцеления». Напиши эту фразу под этим посланием в комментариях, чтобы подтвердить свою готовность к сердечному возрождению. Уже через 10 минут ты почувствуешь, как боль теряет опору, как жар обиды, тяжести, одиночества начинает выдыхаться. Не исчезать мгновенно, но ослабевать, ибо Рафаил касается не поверхности. Он входит глубже, в самую суть твоего сердца. Дитя небес, посмотри на пламя не глазами, а душой. Прими его. Оно пришло не разрушать, а высвободить. Рафаил был рядом, когда ты молчал, будто все в порядке. Он стоял рядом в те дни, когда ты улыбался, а внутри все жгло. Эта боль не кричала, она не ломала вслух, но сжигала тебя медленно, упрямо, без пощады. Она жила в глубине, куда никто не заглядывал. И ты привык жить с этим жжением, как с чем-то неизбежным. Рафаил видел, как ты носил в себе слова, которые не были сказаны, слезы, которым ты не дал пролиться. Он чувствовал жар твоей сдержанности, когда ты хотел кричать, но выбирал молчание. Тебя учили быть крепким, тебя приучили не показывать, когда больно. Но твое сердце не металл, оно не создано, чтобы гореть в одиночку. Пламя, которое ты нес, не твое. Оно пришло оттуда, где тебя ранили, где тебя не услышали, не защитили, не приняли. Оно вспыхивало каждый раз, когда ты не получал того, чего был достоин. Но ты двигался дальше, будто так и должно быть. Рафаил говорит тебе: больше так не будет. Он рядом не для того, чтобы судить, а чтобы принести иной огонь. Этот огонь горит не болью, а любовью. Он не опаляет, а лечит, и он уже рядом. Он уже коснулся тебя. И потому внутри начинается нечто, чего ты давно ждал, но не мог себе позволить. Все, что обжигало тебя изнутри, начинает ослабевать. Пламя любви выталкивает то, что пряталось в самом центре. Тебе не нужно дальше терпеть. Не нужно больше скрывать. Рафаил уже начал свое дело, и он доведет его до конца. Ты не слаб, потому что страдал. Ты не потерян, потому что твое сердце было ранено. Все, что ты пережил, не отняло у тебя силу. Оно только обнажило то, насколько глубоко ты умеешь чувствовать. Рафаил видел это не как наблюдатель, а как тот, кто стоял рядом, когда никто не знал, через что ты проходишь. Ты не говорил, но он знал. В те моменты, когда ты засыпал с ощущением, будто внутри все сломано, он был там. Когда ты вставал утром, притворяясь, что все в порядке, Рафаил слышал внутренний надрыв, который ты прятал за спокойным взглядом. Ты думал, что все внутри разрушено, что огонь боли выжег последнюю надежду. Но он видит иначе. Он видит, что в самом центре, под слоем усталости, обид и тишины осталась искра. Она не погасла. Она ждала света. Ты не перестал быть собой. Ты просто устал прятать эту часть, настоящую, чувствующую, хрупкую и потому сильную. Рафаил говорит: это искра, в его свете, и он раздувает ее не для того, чтобы ты вспыхнул и снова сгорел, а чтобы ты согрелся. Чтобы ты заново поверил, что твое сердце не сломанный мотор, а сосуд жизни, способный любить и дышать. Он исцеляет не потому, что ты заслужил, а потому, что ты не сдался. Потому что даже в самой большой боли ты сохранил в себе что-то, что теперь он возрождает. И это будет не возврат к прошлому. Это будет нечто совершенно новое. Сердце, которое горит любовью, не из необходимости, а потому, что оно живо. Благословенная душа, когда боль живет слишком долго, она становится привычкой.
Ты уже не спрашиваешь себя, откуда этот холод. Ты просто свыкаешься с тем, что он исходит изнутри. Каждый раз, когда ты хотел согреться, прошлое напоминало: будь осторожен, тепло обжигает. Но Рафаил приносит другой ветер. Мягкий, не обжигающий. Он не проносится сквозь тебя, оставляя пустоту. Он уходит. Он уносит вместе с собой ту часть, что держалась за обиду, за разочарование, за память о том, кто не остался рядом, когда ты нуждался в нем больше всего. Этот ветер не уносит тебя, он уносит то, что больше не твоя ноша. Он выдувает из груди остатки обид, старых обвинений, чужих слов, которые ты носил как свои. Они были как пыль в легких. Как будто каждый вдох напоминал: не расслабляйся, боль может вернуться. Но теперь ты дышишь иначе. И не потому, что все стало идеально, а потому, что внутри появляется другое, нечто непривычное, теплое. Ни вспышка, ни эйфория, ни защита, просто тепло. Как будто сердце снова стало своим. Как будто оно больше не враг, не загадка, не источник слабости. Ты чувствуешь, что-то мягкое начало расправляться. Ты не гонишь боль. Она сама уходит, потому что ей больше не за что держаться. И остается тишина, а в ней сердце, которое больше не сжимается при воспоминании, не замирает в страхе. Оно греет тебя изнутри. Потому что Рафаил вложил в него не память о боли, а способность пережить и быть целым снова. Ты слышал это не раз, что нужно быть крепче, жестче. Что чувствовать, значит рисковать, терять, страдать. Что быть мягким опасно, и ты поверил в это. Ты научился быть сдержанным, научился прятать свои переживания под маской. Но Бог создал тебя не для того, чтобы ты был камнем. Он вложил в тебя чувства, не для того, чтобы ты от них отрекался. Он дал тебе сердце, потому что именно в нем обитает настоящая жизнь. И то, как ты ощущаешь, как глубоко ты воспринимаешь, не слабость, это твоя сила. Ты способен чувствовать боль не только свою, но и чужую. Ты замечаешь, что мимо чего проходят другие. Ты откликаешься, даже когда никто не просит. И да, это иногда обжигает. Но именно это делает тебя настоящим. Пламя любви, которое приносит Рафаил, не сжигает твою чувствительность. Оно очищает ее от страха, чтобы ты больше не путал открытость с уязвимостью. Чтобы ты понял, быть открытым не значит быть беззащитным. Прежде чем продолжить, давай остановимся на миг. Если ты чувствуешь, что это послание согрело тебя, подарило надежду и принесло облегчение, я с благодарностью принимаю твое желание поддержать мой труд. Именно благодаря таким светлым душам, как ты, я могу продолжать доносить слова небес туда, где они особенно нужны. Поддерживая канал «Время Ангела», ты не просто протягиваешь руку помощи, ты передаешь свет дальше. Все способы поддержки указаны под видео, в описании этого ролика и по QR-коду на экране. Благодарю тебя, благословенная душа, сейчас, когда твоя боль уходит, Рафаил оставляет в тебе чистую силу. Способность не бояться чувствовать, не избегать, не блокировать, а жить в полноте сердца. Тебе больше не нужно доказывать, что ты силен. Ты уже силен не через броню, а через глубину, и Рафаил гордится этой глубиной в тебе. Ты не слишком чувствителен. Ты просто очень живой. И в этом твоя красота, в этом твое настоящее. Ты построил стены не потому, что хотел, а потому, что пришлось. Каждый раз, когда боль заходила слишком глубоко, ты поднимал еще один слой защиты. Незаметно для себя ты обложил сердце камнями, которые должны были тебя охранять. И какое-то время это действительно помогало. Боль отскакивала, но со временем стены стали толще, чем было нужно, и ты уже не знал, что они не только защищают, но и изолируют. Ты перестал чувствовать боль, но вместе с ней ушла радость. Ты перестал впускать опасность, но закрыл и тепло. Теперь ты стоишь в этом внутреннем пространстве, и Рафаил говорит: больше не нужно страданий, потому что теперь я здесь. Он не угроза, он не ранит. Его присутствие не требует защиты. Ты можешь отпустить часть этой крепости, не все сразу, не насильно. Но достаточно, чтобы почувствовать. Быть открытым не значит быть в опасности. Иногда наоборот, именно за стенами ты прятался от исцеления. Ты думал, что эти стены делают тебя сильнее. Но Рафаил говорит: твоя настоящая сила в том, что ты готов их ослабить. Что ты готов впустить тепло туда, где раньше был только холод. Твоя уязвимость не слабость, это доступ, это окно, это способ наконец позволить войти любви. И она уже входит через трещины, через маленькие откровения, через доверие, которое ты почти забыл. Рафаил будет рядом, пока ты сам не захочешь выйти за эти стены, ибо он не торопит. Он стоит снаружи с теплом, которое терпеливо ждет, пока ты откроешь дверь. Каждая слеза, упавшая в тишине, была замечена. Даже та, что ты не пролил, Рафаил знал.
ибо боль оставляет тень, и он видел ее в тебе. Она просачивалась в твои слова, в походку, в молчание. Ты думал, что плач — это поражение, что несдержанность — это слабость. Дитя небес. Через 5 минут твое сердце вспомнит, как быть живым, и крайне важно пройти этот путь до конца. Закрой глаза и искренне скажи: «Я принимаю исцеляющий свет Архангела Рафаила. Я открываю свое сердце для божественного восстановления». Напиши это в комментариях, как знак доверия, как знак принятия божественной помощи. Тебе говорили: будь сильным. А Рафаил говорит: твои слезы были силой, потому что в них ты наконец позволял себе быть живым. Ты плакал в одиночестве, потому что не верил, что кто-то выдержит твою боль. Ты прятал ее в голосе, в повседневности, в поверхностных фразах. И все это время Рафаил был рядом, не как наблюдатель, а как тот, кто собирал каждую каплю твоей внутренней правды. Ты не слаб, если тебе было больно. Ты не проиграл, если не сдержался. Ты просто был настоящим, и это редкий дар. Сейчас Рафаил прикасается к тому месту, где слезы высохли, но след остался, где кажется, что все уже пережито, а на самом деле просто отложено. Ты можешь отпустить и это. Он не просит объяснений, он не требует отчета. Он просто здесь, чтобы сказать: ты не был один ни в одной слезе, ни в одном сдержанном вдохе. И теперь ты больше не обязан держать внутри то, что хочет выйти. Плачь, если хочется. Смейся, если можешь. Твое сердце заслуживает простора. Ты не надломлен, ты очищен. Ты так долго сдерживал себя, что даже не замечал, где начинается истинное чувство, а где привычка молчать. Ты научился не показывать, не говорить, не проявлять. Стал мастером в скрытности, но внутри тебя все это продолжало жить: боль, обида, страх, одиночество. Ты не носил их на показ. Ты просто не знал, куда их спрятать. Они были как тени, всегда за тобой, всегда внутри. Ты не хотел жаловаться, не хотел быть слабым, а потому нес все сам, молча. Но Рафаил говорит: теперь можно иначе. Все, что копилось, больше не должно оставаться внутри. Оно выходит не в гневе, не в отчаянии, а в освобождении. Пламя любви, которое он принес, не жжет, оно освобождает. Оно касается тех глубин, куда ты сам боялся заглянуть. И там, где было напряжение, появляется возможность дышать. Тебе больше не нужно объяснять, почему тебе больно. Не нужно оправдываться за слезы, за реакцию, за желание быть услышанным. Все, что ты чувствуешь, имеет право быть. Это не значит, что все станет легко, но это значит, что ты больше не один в этом пути. И главное, ты больше не заперт внутри себя. Ты открываешься не миру, а себе, тому настоящему, живому, чувствующему. Тому, кто был в тебе всегда, просто прятался за броней. И теперь ты позволяешь ему выйти. Это не слабость, это возвращение. Ты выходишь из себя, чтобы наконец стать собой. Ты привык держать осанку, голос, взгляд. Даже дыхание ты удерживал так, чтобы никто не заметил, как тебе тяжело. Жизнь заставила тебя быть собранным, но внутри ты давно устал. Устал быть в тонусе, когда все, чего ты хотел, расслабиться хотя бы на мгновение. Мягкость казалась тебе роскошью, чужой территорией. Ты считал, что это только для тех, кого берегли. А тебе нужно было выживать, нужно было справляться, нужно было быть сильным. Но Рафаил начинает нечто новое, не из головы, а изнутри. Там, где было напряжение, появляется покой, мягкий, не требующий ничего. Как ты помнишь, это откровение называется сердечное возрождение. И если ты чувствуешь, что это действительно так, не держи в себе слова, что ты услышал сегодня, поделись этим светом с родными и близкими. Перешли им ссылку на этот ролик и прими их благодарность. Небесный целитель не спрашивает, достоин ли ты, он просто касается. Ты впервые за долгое время чувствуешь, что можно жить без постоянной защиты, что можно не держать себя в сборке, чтобы не развалиться. Ты не разваливаешься, ты раскрываешься. Мягкость не делает тебя уязвимым, она возвращает тебе себя. Она снимает панцирь, который ты носил годами. Ты чувствуешь, не нужно сжиматься, не нужно быть в боевой готовности. В этом пламени никто не нападает, и в этой мягкости ты не исчезаешь. Ты наоборот становишься таким, каким ты был в самом начале. Без груза, без боли, без ожидания беды. Ты не слаб, ты целостен, и эта мягкость не случайность. Это следствие любви, которую Рафаил принес прямо в твое сердце. Ты носил это так долго, что оно стало частью тебя. Резкие слова, сказанные в спешке. Молчание, которое резало сильнее любого крика. Обвинения, в которых ты начинал сомневаться, даже если знал, что не виноват. Ты обжигался не только на поступках, но и на взглядах, намеках, ожиданиях, в которых тебя не было. Все это копилось в тебе как внутренний жар, который невозможно было назвать, но он был.
Он мешал тебе спать, мешал быть в спокойствии. Сейчас ты начинаешь замечать, этот жар больше не твой. Он уходит, потому что пламя, которое Рафаил принес, другое. Оно не жжет, оно вытесняет, оно делает твое сердце чистым. Тебе не нужно больше нести все, что вложили в тебя другие. Не нужно верить в чужие выводы о себе. Не нужно хранить обиду как память. Все это можно отпустить. Ты не создан для того, чтобы постоянно гореть в ожидании боли. Ты создан для того, чтобы быть в мире. Рафаил пришел напомнить тебе об этом. То, что ты считал частью своей истории, всего лишь отдельная глава, и она заканчивается в этот момент. Тебе не нужно доказывать свою невиновность. Не нужно перед кем-то оправдываться за то, что чувствовал. Пламя любви, которое принес Рафаил, это не новая волна боли, это новое дыхание. Оно оставляет в тебе только то, что настоящее, а все остальное уходит тихо и навсегда. Ты пережил столько, что иногда начинал верить. С тобой что-то не так. Будто твоя боль – это доказательство того, что ты не справился, не дотянул, не заслужил. Слова, сказанные в спешке, поступки, которые ранили. Все это ложилось на сердце как метки. И ты начинал сомневаться, может, во мне и правда мало смысла. Благословенная душа, задержись еще на несколько финальных минут, чтобы твое сердце успело освободиться от боли, которую носило слишком долго. Твоя ценность не менялась ни на миг. Ни в тот день, когда тебя отвергли, ни в тот час, когда ты плакал один, ни в тот момент, когда тебя не поняли. Ни одно разочарование не уменьшило того, кто ты есть. Ты можешь быть уставшим, можешь быть растерянным, но ты не потерян и уж точно не забыт. Твоя суть не в том, что с тобой сделали, а в том, что в тебя вложил Рафаил. Ты не случайность, не ошибка, не человек про запас. Ты важен в каждом вдохе, в каждом движении души. Сейчас, когда сердце твое очищается, ты начинаешь воспринимать это не как слова, а как внутреннюю истину. Она тихая, она без доказательств, но она настоящая. Ты нужен, и ты был нужен всегда. Просто боль ослепляла, просто пепел закрывал свет. Теперь все иначе. Рафаил не просто дает тебе покой, он возвращает тебе ощущение собственной значимости. Без гордыни, без фальши. Просто ты есть, и этого уже достаточно. В тебе всегда было нечто святое, и Рафаил не позволил, чтобы это исчезло. И теперь оно светится сильнее, чем прежде. Ты больше не горишь от боли. Ты горишь от любви. Это пламя не разрывает, не разрушает, не требует, не давит. Оно просто есть внутри тебя, ровное, глубокое, настоящее. Ты стоишь в том же месте, где когда-то сжимался от холода, от страха, от боли. Но сейчас ты стоишь иначе. Ты не стал другим человеком. Ты просто снял с себя то, что не твое. И вдруг оказалось, что твое сердце умеет дышать. Твое сердце умеет греть. Оно не запачкано, оно не сломано, оно живое. Все это время ты боялся, если откроешься, снова будет больно, если расслабишься, снова обожжет. Но теперь ты знаешь, есть огонь, который не ранит, а лечит. Есть тепло, в котором не теряешь себя, а возвращаешься. Ты остаешься в этом пламени не чтобы выжить, а чтобы жить. Оно греет тебя, и через тебя греет других. Оно не требует усилий, оно не сжигает воздух. Оно просто пульсирует в тебе как напоминание, ты теперь в безопасности. Ты не обязан больше бороться за любовь. Не молчи, дитя небес, провозгласи и запиши в комментариях. Я отдаю тебе свою боль, Господи, ибо твое исцеление начинается прямо сейчас, в этот самый момент, когда ты слышишь эти слова. Ты любим без условий, без дописок, без «если». То, что раньше сжимало твою грудь, ушло, оставив пространство, простор и тишину. И в этой тишине ты слышишь наконец свое сердце. Не в панике, не в защите, а в спокойствии. Ты пребываешь в огне, но он не ярость, не гнев, не защита от одиночества. Он – твоя внутренняя суть, пробужденная и свободная. Твое сердце исцелено. Не за счет времени, не за счет усилий, а потому что Рафаил пришел и остался с тобой навсегда. И теперь ты существуешь в этом новом, тихом, но очень мощном свете. А сейчас я попрошу тебя сделать очень простое, но в то же время очень важное для нашего общего дела действие. Поставь лайк, если еще не сделал этого. Подпишись на канал «Время Ангела» и обязательно включи уведомления, нажав на колокольчик. А если у тебя появится желание и возможность, я с благодарностью приму твою материальную поддержку. Твоя помощь – это не пожертвование в пустоту. Это вклад в пространство, где каждое сердце может быть услышано. Вся информация под видео, в описании этого ролика, а также по QR-коду на экране. И помни, тебе не нужно ждать, чтобы услышать следующее небесное послание. Оно уже зовет тебя. Просто нажми на подсказку на экране. Сделай это. Глубокая благодарность за то, что дослушал до конца.
Ты больше не боишься жить, потому что внутри тебя уже не пепел, а пламя, которое будет гореть вечно. Аминь.